За фасадом ядерной мощи скрывается парадокс. В Северной Корее, где война утихла более 60-летий назад, на мундирах генералов сверкают медали, пробуждая любопытство. Почему элитам этой страны чужда перспектива новой войны? А также зачем их женщины обязаны защищать родину с оружием в руках? Отправьтесь вместе со мной в увлекательное путешествие по лабиринту загадок, где правда и вымысел переплетаются, раскрывая секреты одной из самых таинственных армий мира – армии Северной Кореи. Вооруженные силы Северной Кореи. Давайте разберемся, чем нас пугают. Каковы основные функции северокорейской армии? Что ж, если резюмировать это в одном предложении, то здесь есть 3 основных момента. Основными функциями являются обеспечение внутренней стабильности, стабильности внешней политики и внесение вклада в экономическую жизнь страны. В 1937 году, за 7 месяцев до основания самой Корейской Народно-Демократической Республики, Народно-революционная армия была основана тогдашним генералом Ким Ир Сеном. Наиболее известным подразделением армии являются сухопутные войска. Численность солдат в этом роде войск почти 1 миллион человек. Воздушная и противовоздушная оборона эксплуатируют многочисленные самолеты, произведенные в СССР и Китае. Однако есть сведения, что наряду с парком старых самолетов МиГ и Сухой в настоящее время северокорейские ВВС имеют и передовые боевые самолеты России. Военно-морские силы действуют в Западном и Восточном морях у берегов Северной Кореи. Одним из наиболее важных событий для этого рода войск стало появление судов, способных перебросить высококвалифицированных командос на отдаленные острова Южной Кореи в случае войны. Морские арсеналы также располагают большим количеством торпедных катеров и подводных лодок. Есть еще 2 вида вооруженных сил Северной Кореи. Первые стратегические силы отвечают за программу разработки и эксплуатацию действующих в настоящее время ракет. Эта группа отвечает за организацию крупномасштабных испытательных стрельб вооружения. А научное сообщество этого подразделения ответственно за создание ракетного вооружения. Другой род войск, силы специальных операций, наиболее хорошо оснащенное элитное подразделение северокорейской армии. Они являются ответом морским котикам. Лучше оснащены, чем стандартные сухопутные войска, и будут невероятно эффективны в тактике партизанской войны. Поддержанию стабильности внешней политики. Давайте перейдем ко второй функции армии – поддержанию стабильности внешней политики. КНДР содержит свою армию только для оборонительных внешнеполитических целей. Несмотря на некоторые спекуляции на эту тему, северокорейские элиты абсолютно не заинтересованы в развязывании войны с Соединенными Штатами или даже с Южной Кореей по простой причине технологической неполноценности их армии. Они не иррациональные камикадзе. Напротив, они хотят жить как можно дольше. Военная стратегия Северной Кореи на протяжении многих лет строилась вокруг концепции обороны. Основная цель этой стратегии – убедиться, что нападение на Северную Корею нанесет противнику как можно больший человеческий и экономический ущерб. Именно по этой причине Пхеньян так отчаянно стремился к развитию своей ядерной программы. Любое неспровоцированное нападение на Северную Корею привело бы к очень значительному ущербу Сеулу и сотням, если не тысячам смертей среди гражданского населения, которое южнокорейская сторона не хочет провоцировать. Американские войска, дислоцированные в Южной Корее, а это несколько тысяч человек, тоже пострадают от последствий. Армия остается серьезным фактором сдерживания с точки зрения внешней политики и дипломатии, а еще северокорейская армия выполняет некоторые функции экономического строительства. Особенно в периоды массовых кризисов, таких как голод 1990-х годов, различные стихийные бедствия или пандемия COVID-19. Им часто поручают проекты политического значения, такие как горнолыжный курорт Масикрен. Ким Чен Ын поощряет развитие рыночной экономики более последовательно, чем его предшественники, хотя все еще в очень ограниченных масштабах. Тем не менее, северокорейские военные по-прежнему продолжают играть огромную роль в экономике страны. Разумно было ожидать, что акцент на развитии гражданской экономики будет сопровождаться некоторым сокращением расходов на оборону. Этого не произошло. Более того, северокорейские военные остаются чрезвычайно важными для политической системы страны.
Важность вооруженных сил отражена как в идеологии страны, такой как Сонгун, так и в культурной символике национальных праздников, таких как День основания вооруженных сил. Противники КНДР. Армия имеет небольшой бюджет. Например, в 2013 году он составлял всего $5 миллиардов. По сравнению с ведущими государствами, этот показатель ничтожно мал. Тем не менее, она входит в пятерку лидеров, так как в любой момент может пополниться 8 миллионами резервистов, также располагает 10 ядерными боеголовками. Первые пусковые испытания были проведены в 2006 году. Северокорейская армия призвана бороться с двумя главными врагами – Южной Кореей и Соединенными Штатами. Когда-то давно Южная Корея пошла по пути капиталистических и союзнических отношений с Америкой. В результате она превратилась в довольно успешное государство. В Северной Корее это было воспринято как предательство. Вся ее идеология поддерживается упрямыми консерваторами, которые не готовы к переменам. Даже смерть главного лидера не изменила ситуацию. Его сын и преемник Ким Чен Ын продолжает укреплять идеологические принципы. Элита Северной Кореи просто не позволит ему внести изменения. Несмотря на множество недостатков, северокорейская армия сможет воевать против США, а наличие ядерного оружия еще больше усугубляет картину. Особенно для соседних государств, которыми помимо Южной Кореи являются Китай и Россия. Служба в армии. Все мужчины в Северной Корее обязаны проходить военную службу. Срок службы составляет 5-12 лет, чем сильно отличается от военной обязанности всего мира. При этом до 2003 года этот период составлял 13 лет. Призывной возраст северокорейцев начинается с 17 лет, и обойти службу в вооруженных силах практически невозможно. Исключения предоставляются молодым людям, обучающимся в университетах, лицам с ограниченными возможностями или по состоянию здоровья, которое не позволяет проходить службу. Я считаю, это неплохо для тоталитарного режима, которым нас так пугают. Есть и альтернативные формы этой государственной повинности. Можно работать на заводах или коллективных сельскохозяйственных фермах, и отказ от службы считается серьезным правонарушением и может повлечь за собой суровое наказание, включая тюремное заключение. Нахождение в армии может открыть возможности для продвижения по службе в правительстве или вооруженных силах. Военнообязанные обеспечиваются едой, одеждой и небольшой стипендией. Как вы считаете, 12 лет на полном гособеспечении – это ведь неплохо для молодого организма? Всегда хотел услышать ответ на этот вопрос от своих родителей. Да, нет свободы, но есть порядок. У военнослужащих могут быть ограничения на поездки, особенно когда речь идет о выезде из страны. Именно благодаря численности северокорейской армии ее называют одной из сильнейших армий мира. Эшелоны обороны. Как я уже говорил, сухопутные войска северокорейской армии насчитывают около 1 миллиона человек. Они составляют несколько уровней обороны. Заметьте, всегда говорится об обороне. Так почему же нас пугают? И вот ответ. Итак, первая линия обороны расположена на границе с Южной Кореей. В нее входят пехотные и артиллерийские формирования. А вот в случае возможной войны они должны прорвать южнокорейские пограничные укрепления или не допустить проникновения вражеских войск вглубь государства. Второй эшелон размещается чуть подальше от первого. Он состоит из сухопутных войск, танковых и механизированных соединений. Его действия также зависят от того, кто первым начнет войну. Если КНДР, то второй эшелон продвинется вглубь южнокорейской обороны, включая захват Сеула, и уже нет никакой обороны. А если же КНДР подвергнется нападению, то второму эшелону придется ликвидировать прорывы противника. Задача третьего эшелона – оборона Пхеньяна. Это также тренировочная и резервная база для первых двух эшелонов. Четвертый эшелон расположен на границе с Китаем и Россией. Он принадлежит соединениям учебного резерва. Обычно его называют эшелоном последней инстанции. Женщины в северокорейской армии. В стране женщины уже давно могут служить добровольцами. Срок их службы до 2003 года составлял 10 лет, а после – 7 лет. Однако во многих источниках есть информация о том, что с 2015 года все женщины обязаны проходить обязательную военную службу. Набор осуществляется сразу после получения школьного аттестата. Вот вам
и войны-невесты. Женщины служат в армии до 23 лет. Многие эксперты считают подобные меры вынужденными из-за голода 90-х годов, результатом которого стал низкий уровень рождаемости, что привело к нехватке мужского населения призывного возраста. КНДР не является первопроходцем в этом отношении. Например, в Израиле, Перу, Малайзии и других странах женщины были обязаны служить в течение длительного времени. Основные недостатки северокорейской армии. Армия Северной Кореи, о которой чаще всего пишут без достоверной информации, может внушать страх во многих странах. Однако у нее есть много недостатков. Ограниченные запасы топлива позволят проводить развернутые военные операции не более месяца. Невозможность держать долгосрочную оборону из-за нехватки продовольствия. Отсутствуют средства современной технической разведки, что снижает эффективность артиллерийского огня. Оборона с побережья осуществляется с помощью устаревших ракет, а флот в целом не отличается автономностью и скрытностью. Современных военно-воздушных сил, систем ПВО нет. В то же время северокорейская армия остается одной из сильнейших в мире. В основном из-за того, что более миллиона человек готовы встать на ее защиту, а еще несколько миллионов могут быть призваны из резерва в короткие сроки. Проверить эффективность северокорейской армии возможно только в состоянии реальной войны. Однако этого опасаются во всем мире. Ни одно государство, включая Соединенные Штаты, пока не хочет развязывать конфликт с Пхеньяном. Может ли ядерное оружие Северной Кореи нанести удар по США? По словам министра обороны Японии, северокорейская ракета, которая была недавно испытана, потенциально может достичь любой точки континентальной части Соединенных Штатов, если будет выпущена по нормальной траектории. Это вызывает серьезную озабоченность, учитывая историю агрессии Северной Кореи и их продолжающуюся ядерную программу. Международному сообществу необходимо будет внимательно следить за ситуацией и работать сообща, чтобы гарантировать, что страна не представляет угрозы глобальной безопасности. Дальность полета ракеты, по-видимому, превышает 14 тысяч километров, что достаточно для достижения материковой части США. 6 наиболее вероятных городов-мишеней следующие: Нью-Йорк, Чикаго, Хьюстон, Лос-Анджелес, Сан-Франциско и Вашингтон. Ядерный удар может разрушить город, и это приведет к катастрофе. Эта информация вызывает озабоченность, и мы все будем внимательно следить за ситуацией. Как корейские генералы получают медали и ордена, в то время, когда у них 60 лет уже нет никаких войн. А в завершении поговорим о интернетовских фейках о северокорейской армии. Фотография, на которой якобы изображена группа северокорейских генералов, увешанных военными медалями, включая рукава их пиджаков и брюк, часто распространяется на юмористических веб-сайтах вместе с пренебрежительными замечаниями о стране. Комментарии к фото гласят: офицеров Северной Кореи можно легко победить магнитом. Хотя некоторые военнослужащие Северной Кореи, безусловно, были удостоены большого количества наград. Представленная выше фотография была изменена. У военных на оригинальном изображении, которое циркулирует по крайней мере с 2007 года, нет медалей ни на рукавах, ни на брюках. Несколько деталей намекают на то, что изображение было изменено. Во-первых, медали, приколотые к брюкам, похоже, являются результатом копирования и вставки с медалей, приколотых к нижнему правому углу мужских пиджаков. Медали и их расположение на рукавах последних 4 мужчин в очереди также идентичны. Я не нашел официальных фотографий северокорейских генералов с военными наградами на штанах. Однако на фотографии 1995 года изображена группа офицеров, увешанных большим количеством знаков отличий. Также эти изображения часто распространяются вместе с намеком на то, что изображенные солдаты не заслуживают медалей, которые они демонстрируют, потому что северокорейские военные десятилетиями не участвовали в боевых действиях. Однако военные медали часто вручаются и не за боевые достижения. И еще вот, что я хочу специалистам по магнитам заметить: военные медали обычно изготавливаются из золота, серебра или латуни, которые являются немагнитными материалами. Ну а в завершении скажу следующее. Северокорейская армия не менее закрыта, чем само государство. Вся информация о ее вооружении приблизительно. Особенно это касается количества техники. И все же это не дает повод для подобных мемов.
а у вас, друзья, есть не повод, а возможность попасть в нашу команду. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках, или же пишите интересные